Не люблю рестораны. Дымно, шумно. Да. Хорошо, что прогулялись. Это мой дом. Надо же. А я бы свою семью за город перевез. Я с детства мечтал, чтобы у меня был большой дом с оградой, чтобы было спокойно, чтобы соседи в мою жизнь не лезли. И вот теперь у меня ограда в 2 метра, а радости никакой. Не понимаю. А как же жена, дети? Дети – это не панацея. Они отдельные существа. Иногда мне кажется, что я даже не понимаю, что у них в голове происходит. А жена? Жена давно живет своей жизнью. Ты знаешь, я так давно мечтал встретить своего близкого мне человека. И вот судьба мне посылает тебя. И я уверен, что это не случайно. Пригласи меня к себе в гости. Приглашаю. Мы вживили господину Крайски новый кардиостимулятор, но пока неизвестно, как отреагирует организм. Надо ждать. Нужен уход и покой. Я буду рядом с ним. Да, конечно. Никлас! Никлас! Hilfe! Помогите. Hilfe! Помогите кто-нибудь. Никлас, я прошу тебя, не умирай. Я прошу тебя, не оставляй меня одну, Никлас. Я прошу тебя, Никлас! Уйдите, пожалуйста. Вы мешаете. Адреналин. Электрошок. Быстрее. Таким образом, вы наследуете все движимое и недвижимое имущество господина Крайски, а именно строительно-реставрационную фирму, лакокрасочный завод, фабрику по производству керамической плитки, сеть хозяйственных магазинов, реставрационные мастерские, банковские счета и трастовые фонды, квартиру, дом в швейцарских Альпах. Вступить в право наследства вы сможете через 6 месяцев с момента смерти вашего супруга. Еще раз, примите мои соболезнования. Будут ли у вас какие-либо распоряжения? Да, на некоторое время мне придется уехать в Россию. На этот период я хочу оставить бизнес в доверительное управление нашему финансовому директору. Подготовьте, пожалуйста, документы. Хорошо. Все, девки, в бухгалтерии полный расчет. Иду на свободу с чистой совестью. Ну, так наши поздравления. Ну, поздравляю. Ох, какую я себе житуху на свободе устрою. Петровна, как откинешься, сразу ко мне. Ты только не расслабляйся. Как хату застолбишь, так сразу в больничку. Подлечиться. А то долго так не протянешь. Где осела-то? Да я у нас прописана в этих павлинках под Калугой. Но там и яиц-то не высидишь. Поэтому я хочу в Москву ломануться.
Слушай, ты ж с Викой связь держишь? Помоги найти. Дай наводку, она же у нас такая, поможет. Да, и от меня привет не забудь передать. Скажи, мол, соскучилась очень и найду ее обязательно. Да руки у тебя короткие, ага. Она теперь за границей, богатая, с охраной. Губу-то закатай. А нам ограда не преграда. А то, что богатенькая, это хорошо. Правильно я говорю? Засохни ты, господи. Вера Петровна, дарю. Слушай, Вика скоро приедет. Адрес. Давай. Раз, два. Тебе. Ну, вот и все. Good morning. Can I help you? Здравствуйте. Бронь на фамилию Крайский. Добро пожаловать в Москву. Пожалуйста. Спасибо большое. Ну, здравствуй, Москва. Вот я и дома. Да, Альбина Григорьевна. Вика. Здравствуйте. Здравствуйте. С возвращением. Вы какая-то другая. Спасибо. Изменились, похорошели. Только судимость никуда не исчезла. И мое желание вернуть детей. Надеюсь, вы не откажетесь сотрудничать со мной. Не откажусь. Я всегда буду рада вам помогать. Альбина Григорьевна, организуйте нам встречу с Кириллом. Начну с переговоров. А может, сразу начнем с суда? Переговоры с Кириллом бесполезны, ну, судя по прошлому нашему опыту. Я тоже не верю в чудеса в отношении Кирилла. Но за это время у него могла измениться семейная ситуация. Надеюсь, он пойдет мне навстречу. А нет, буду действовать дальше. А как именно? Я поклялась детям, что заберу их. Хочу снять с себя все обвинения и клеймо убийцы, чтобы мне было стыдно за меня. И еще я хочу отомстить Кириллу за все, что он сделал со мной. Хорошо. Я сегодня же позвоню его адвокату. А вы действительно изменились. Это 4-й вызывал? Пробей машинку, пожалуйста. Здравствуйте. Здрасте. Я бы хотела увидеть капитана Рудина. Рудин? Нет у нас такого. Года 2 назад, как уволился из органов. Понятно. А телефон вы можете дать? Или адрес? Я по-старому звоню, никто не отвечает. Ничем не могу помочь. Но здесь же остались его коллеги. Кто-нибудь должен знать, где он? Я прошу вас, помогите, мне это очень важно. Николай Борисович, тут женщина Андреем Рудиным интересуется. Да. У нее к нему что-то срочное. Понял. Подождите минутку. Здравствуйте. Зачем вам Рудин? Здравствуйте. Мы, кажется, знакомы. Вас не Викой зовут? Да, это я. Мне очень нужен Андрей. Вы не знаете, где он? Знаю. Но вам не скажу.
Почему? А вы не понимаете. Он ведь из-за вас с начальством разругался. А потом его вынудили уйти. Иначе грозились по статье уволить. Вы себе даже не представляете, что это для Андрюхи значило. Он сыскарь. Сыскарь от Бога. А вы смылись. Вместо того, чтобы поддержать его в трудную минуту. Прекратите меня обвинять. Я этого не знала. Теперь знаете? Вот что, дамочка. Оставьте его в покое. Вы ему только проблемы приносите. Вика, привет! Такой спокойный. У меня Петька никогда на одном месте не сидел. Носился из угла в угол. Не догонишь. А Оленька, игрунья. Какие они теперь стали, даже не представляю. Витюш, тебе спать пора. Да. Сейчас я его уложу, а потом поболтаем. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка. Пойдем, пойдем. Опа! Давай-ка полетели. Опа! Ух! А я думала, ты родишь Николаса маленького Крайски. Ой, ну прости, брякнула, не подумав. Да, ничего. У нас не получилось из-за осложнений после потери ребенка. А Николас был бы замечательным отцом. Да. Ты его любила? Да. Правда, наша любовь больше на дружбу похожа была. Николас меня во всем поддерживал. Вы-то как с Васей? Нормально. Ой, когда я Витю родила, Вася так переживал, что семью не прокормит. Ой, так может, вам деньги нужны? Я могу помочь. Не-не-не, нам хватает. Я копирайтером устроилась на дому, а Вася на вторую работу устроился так, что нам хватает. Ты в соцсетях есть? Нет. Ой, жаль. Мы бы могли с тобой общаться по интернету. Я так всех школьных подруг нашла. Слушай, что ж я раньше-то не догадалась? Ну-ка, подожди. Так, смотри. Банщик, актер, детективное агентство уже теплее. Это он. Почему ты так уверена? А посмотри, как агентство называется. Виктория. В общем так, Андрей Сергеевич, он у нас в руках. Ух ты, ух ты. Ух ты, замечательно. Ну, молодчина. Видишь, а ты боялся, что мы не сможем к нему подобраться. Фирма веников не вяжет. Давай, звони клиенту. Обрадуем его. Да кто телефон все время убирает? Да, детективное агентство «Виктория». Рудин слушает. Вика? Подпишите здесь и здесь. Не сомневайтесь, это лучшая клиника в Москве. Там лежат дети известных людей, не буду называть фамилии, и все довольны. Кирилл, так дальше продолжаться не может. Она выбросила всю мою косметику. Анжелика, извини, пожалуйста, я сейчас немного занят. Я оформляю Петю в клинику. Наконец-то. Пусть там подольше посидит. А то забирайте сразу двоих. Анжелика, выйди, пожалуйста. Я занят. А ты всегда занят. Извините, маленькие семейные неурядицы. Нет, я боюсь, что его там залечат. Давайте попробуем амбулаторно. Вам жалко сына, я понимаю. Но рецидив суицида может повториться в любой момент, и вы не уследите. А в клинике круглосуточное наблюдение.
щадящая медикаментозная поддержка, лучшие специалисты. Я собственного ребенка не пожалела бы туда отдать. Хорошо. Только я сам его провожу в клинику, чтобы поддержать, когда его будут оформлять. Конечно. И навестить вы его сможете в любое удобное для вас время. Да, Кирилл Валентинович, доброе утро. Надо поговорить по поводу вашей бывшей жены. Пожалуйста, подождите здесь, пока будут собирать Петю. Так, а ты почему до сих пор не собрался, а? А ну-ка давай живей. А то тебя там твой психолог ждет. Не трогай мои вещи, никуда я не поеду. Поедешь как миленький. Или тебе укол засадят, чтобы не рыпался. И не надо на меня кидаться. Я выполняю приказы твоего отца. А если тебе что-то не нравится, вот с ним и разбирайся. Все, через 5 минут, чтобы был внизу. Иначе я тебя силой приведу. Петенька, я не хочу здесь без тебя оставаться. Оля, не плачь, никуда я не поеду. Сейчас пойду к папе и скажу, если меня насильно заставят, то я ножом зарежусь. Ой, Петенька, я боюсь. Оля, не бойся. Чего она еще хочет? Мы все с ней обсудили. Встретиться в ресторане, гостинице, в которой она остановилась, или в любом другом месте. Виктория Александровна предлагает вернуть ей детей и миром решить этот вопрос. А не пошла бы она куда подальше? Дети останутся со мной. Это вопрос решенный. Ну, посылать ее куда подальше я бы вам не рекомендовал. Ее покойный муж оставил ей значительное состояние. Вот я навел справки. Как видите, суммы внушительные. Ого. И вот это ого добавит вам много проблем. Я все-таки советую встретиться и поговорить с ней. Я своих решений не меняю. Ну что, папа разрешил тебе дома остаться? Оля, мама вернулась. Ура! Теперь она нас заберет? Нет. Меня папа точно в дурку отправит, чтобы мама меня не нашла. Ты куда? К маме. Они говорили, она в гостинице поселилась. Вот там я ее и найду. Петя, послушай, а как же я? Я как маму найду, мы сразу за тобой вернемся. Нет, я так не хочу. Я с тобой пойду. Оля, не капризничай. Ты еще маленькая, чтобы долго ходить. Я большая! И вообще, если ты не возьмешь меня, я закричу. Ладно, ладно, только не ори. Мы на серьезное дело идем. Не в кукла играть. Не грусти. Мы маму, когда найдем, я за тобой вернусь. Вы не волнуйтесь. Питание для каждого ребенка подбирается индивидуально. Они ни в чем не нуждаются. Там много фруктов, мороженое. Все дети довольны. У меня к вам просьба. Да. Подождите, пожалуйста, здесь, хорошо? Хорошо. Петя. 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 Петя готов? Он, наверное,
Пошел попрощаться с сестрой. Где дети? Только что здесь были. Петя! Петя! Что вы так орете? Они во двор пошли. Посмотрите детей во дворе. Они как сквозь землю провалились. Ищите лучше. Да он спрятался где-нибудь и наслаждается тем, как мы все здесь суетимся. Чего вы панику-то развели, а? Анжелика, уйди, пожалуйста. А я тебе всегда мешаю больше всех. Ты о своих детях заботишься обо мне? Ты представляешь, сколько я пережила и как мне одиноко без тебя? А? Вот с этим ты всегда в компании. Валентина Михайловна, уведите ее, пожалуйста, в дом. Не стоит так расстраиваться. Пойдемте. Вы молодая, красивая, у вас все наладится. Я знаю замечательные лекарства, которые приведут в порядок вашу нервную систему. Кирилл Валентинович, пойдемте, я вам кое-что покажу. Это что такое, а? Вы как такое допустили? Тебя зачем на охрану поставили? В носу ковырять! Уволен! Кирилл Валентинович, виноват. Я отвечаю за своих людей. Сегодня же его уберу. Сам разбирайся. Куда Петя мог сбежать? Да еще и с Олей. Ума не приложу. Полицию надо подключать. Послушай. А может, это Вика? Точно? Больше некому. Она сообщила детям, что приезжает, вот дети рванули к ней. Так, звони Рюмину, пусть узнает, где она поселилась. И пусть готовит заявление в полицию о пропаже детей. Лишний козырь против нее в суде нам не помешает. Валентина Михайловна, Петя сегодня никуда не едет. Хорошо, я придержу для него место. И супруге вашей тоже следовало бы Извините, подключиться. пожалуйста, мне сейчас не до нее. Я Потом могу поговорим. поговорить с одним профессором? Потом! Добрый день. Здравствуйте. Виктория Кручинина. Виктория Крайский. Она здесь? Она еще не съехала из гостиницы? Нет, не собиралась. Но сейчас она отсутствует. Ей что-нибудь передать? Нет, спасибо. Я ее здесь подожду. Кирилл Валентинович, вы поезжайте домой, а я ее покараулю. Неизвестно, когда она вернется. Нет, я здесь останусь. Она же отлично понимает, что я буду детей искать. А значит, ей скоро придется сваливать. А для этого ей нужны деньги, документы, ее барахло. Значит, она скоро будет здесь. Кирилл, не ожидала, что так быстро меня найдешь. Да я тебе из-под земли достану. Дети где? Куда ты их спрятала? О чем ты? Вот Разве они не у тебя? не надо разыгрывать из себя сейчас наивность, а? Подговорила идти избежать, имей в виду. Если полиция найдет их раньше, ты сядешь. И в этот раз за похищение никакие деньги тебя не спасут, поняла? Они что, пропали? Что ты с ними сделал? Обидел, ударил, говори! Они пропали из дома 2 часа назад. Если с ними хоть что-то случится, я тебя уничтожу, слышишь? А она изменилась. Раньше она при мне рот боялась открыть. Главное, что теперь непонятно даже, о чем она думает. Не хватало еще, чтобы она детей нашла раньше, чем мы. Не волнуйтесь, мой человек за ней проследит. Андрей! Мои дети Вика? пропали. Сбежали из дома. Кирилл только что в гостиницу ко мне приезжал. Нужна твоя помощь. Прости, мы вечером встретиться договаривались, но я не могу сидеть до вечера. Здравствуйте. Держи.
Спасибо. Так, давай, успокойся и расскажи все подробно. Я тебе уже все рассказала. Их искать нужно, а не разговаривать. Что ты стоишь? Делай что-нибудь. Звони, ищи, шевелись. Для начала перестань на меня орать и приказывать. Я не твой подчиненный и сам знаю, что мне делать. А если не нравится, иди обращайся в полицию. Прости, пожалуйста. Андрей, прости, просто мне больше некому обратиться. Я прошу тебя, помоги мне. Я тебе любые деньги заплачу. Стоп. Давай обойдемся без этого. У тебя есть фотография детей? Есть фотография. Давай. Правда, старая? Угу. Ух ты. Ну, это лучше, чем ничего. Так, они исчезли из дома Кирилла? Да. Скажи, пожалуйста, на чем можно добраться оттуда до города? На автобусе, на маршрутке. Угу. Хорошо, пошли. Я скоро. Добрый день. Извините, не поможете? Посмотрите, пожалуйста. Вот эти ребятишки сегодня ехали от коттеджного поселка. Не видели? Вроде они здесь сошли. Парнишка еще спрашивал, где гостиница находится. А какая гостиница? Да не помнил он название. Я ему показал, где ближайшая. И где? Да вон там, за углом. Через 3 квартала. Точно они были? Да, они. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, счастливо. Не за что. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем могу помочь? А у вас живет Виктория Кручинина? Минуточку. Нет, такая у нас не проживает. А как узнать, где она? В какой гостинице? Мальчик, а почему вы одни? Где ваши родители? Папа на работе, а мы маму ищем. Понятно. Отдайте мне папин телефон, я ему позвоню. Пусть он приедет и заберет вас. Не надо, мы сами. Куда вы? Оля, давай быстрее! Стойте! Охрана, задержите детей! Стойте! Стойте! Возьмите. Спасибо. Купи мне шоколадку. На нее денег не хватит. Лучше пирожки поедим. Ну ладно, давай пирожок. Сначала найдем, где поспать. Там и поедим. Я сейчас не сяду. А я говорил, не убегай со мной. Вот что мне теперь с тобой делать? Ладно, потерпи. Завтра мы обязательно маму найдем. Обещаю. Пошли. Господи, мы все ближайшие гостиницы обошли, их нигде нет. Ну подожди, рано расстраиваться. Смотри, в прошлое они были полчаса назад, в это уже не дошли. Значит, теоретически они находятся где-то в этом районе, правильно? Да. Так, скоро начнет темнеть, они наверняка ищут ночлег. Предлагаю вернуться и поискать у гостиницы, где их видели в последний раз. Да, давай. Что такое? Да, странное чувство. Все время кажется, что за нами следят. Ладно, пойдем. Садись, поехали. Привет, пацаны. Здрасте. Не поможете? Гляньте, вот этих ребят не видели? Не видел. Ну-ка,
Натворили чего? Нет. Я их мама, они из дома убежали. Эй, ты куда пошел-то? Похезать нельзя, что ли? Можно, иди. Не видели? Нет. Нет. Что же вы, мамаши, детей довели? Что от вас бегут? Да они не от меня бежали. Ну так что, видели или нет? Ну, может и да, может и нет. Не видел. А так, вспомнишь? Там, за углом в шалаше. Вот то-то. Спасибо. Пойдем. Странные какие-то. Смотри, вот он, шалаш-то. Это же Петин рюкзак. Слушай, Шкет. Скажи, где они? Дядька прибежал. Меня толкнул, я упал, ударился. Он пацана и девчонку забрал. А куда они пошли? К дороге. Я слышал, машина уезжала. Господи, кто же это был-то? А кто это был? Похоже, что знакомец их. Он по имени их называл. Говорил, отец их ждет. Форс-мажоры, стандартные формулировки договора и нарушение правил внутреннего распорядка деятельности комбината. Ну, Накладные на возврат полуфабрикатов все аннулировали. Что? Позвольте. Давид Варазович, может быть, вы мне объясните, что это такое? Ничего не понимаю. Был заказ на новую партию. Я лично контролировал. Ну так давай разберись, или мне самому все решать? Тогда ты мне зачем нужен? Не волнуйтесь, я все улажу. Черт. Все сразу навалилось. Башка раскалывается. Бедный мой. Замучился. Ничего, сейчас все пройдет. Все пройдет. Если бы ты знала, с каким удовольствием послал бы все это к чертовой матери. Забрать тебя с собой куда-то на Мальдивы. Лежать там на песке под солнцем и ни о чем не думать. Да. Нашли. Оля уснула, она совсем без сил. Почему вы убежали? Я еще раз к маме убегу. Она меня в дурку не отправит. А с чего ты взял, что она в Москве? Я слышал ваш разговор с адвокатом, что она в гостинице. Ну, сынок, ты все не так понял. Она действительно в гостинице, но за границей. И сюда возвращаться не собирается. У нее другой муж, другая жизнь. И вы, с Олей, не нужны. Зато у вас есть я. И я вас всегда помню и люблю. Я не верю. Ну, хорошо. В клинику ты не поедешь. Обещаю. Ну, хочешь на море? В школу-пансионат вместе с Олей. Там игры, походы, новые друзья. А? Сынок, ты же мой единственный наследник. Я очень тебя люблю. Я хочу тобой гордиться.
Да, да. Понятно, спасибо. Спасибо. Ну что там? В полиции сказали, что дети нашлись. Кирилл забрал заявление. Я так надеялась хотя бы увидеть их. Мне очень жаль, что я не смог тебе ничем помочь. Ну ладно, мне пора. Андрей, мы же так и не поговорили. Ты можешь задержаться ненадолго? Прошу тебя. Охрану я усилил. Теперь они глаз с детей не спустят. Это хорошо. Только вот Вика не успокоится. Ну, а если кардинально? Несчастный случай или без вести пропавшая? Нет. Это слишком кардинально. Да и подозрение сразу падет на меня. А пока я хочу знать, что она задумала. Я хочу знать, что она намерена предпринять. Следи за каждым ее шагом. Пусть она всегда будет в поле зрения. Действуй. Я всегда ценила твою помощь, поддержку. И я бы хотела завершить то, что мы с тобой задумали. Только одной, без тебя, мне с Кириллом не справиться. Ты со мной? Ты, наверное, считаешь меня неблагодарной. Столько сделала, я уехала в Австрию, даже не попрощалась. Но у меня не было другого выхода, пойми. Из-за Кирилла он угрожал меня убить. Да нет, я не обижаюсь. Ты же оставила письмо. Так ты согласен? Обещаю, я все компенсирую. Стоп. Давай договоримся. Я буду помогать тебе не за деньги. Они тебе еще пригодятся. Давай лучше определим нашу стратегию и тактику. У тебя остались связи в полиции? Ну да. Нужно заручиться поддержкой насчет повторного расследования. А я попробую разорить Кирилла. Деньги – его главное оружие. Помнишь Баравичева, его конкурента? Ну? Хочу привлечь его на свою сторону. А если он не согласится? Куплю. Запугаю. Ты так стал разговаривать, как будто это и не ты совсем. Ты что на меня навалились-то? Да не зажимай! Сука, да руку не дави ты мне! Да я, может, пожалею, тут хочу. Подожди. Пустите меня! Ай! Да пустите вы меня! Да руку отпусти! Так, что я сделала? Что У меня случилось? подруг тут жит, подруг! Какая подруга? Да она вас Так, вообще давайте за меня в ее труху отсюда, выводите ее сотрет, на улицу. понятно? Пусть уходит да отсюда. Отпусти давай руку, Карина! тебя схватил, туполок! Вы ее знаете? Да, извините, отпустите, Отпустите пожалуйста. ее. Вот. Привет! А ты что здесь делаешь? Ох. Да слушай, козлы, Феся ему не понравился. Фух. Короче, я откинулась недавно. Ну, тебя сразу нашла, помоги устроиться. Ну, вообще никуда пойти. Ну, может, переночевать только. Ну, и на улице. Ну, конечно, же. у меня люкс огромный, переночуешь у меня, места хватит. Подожди минутку, хорошо? Это что за барышня? Подруга? Сокамерница. В тюрьме подружились. Я не могу ей не помочь. Ну что, завтра созвонимся? Да, конечно. Пока. Пока. Чё, хахаль? Хороший друг. Это мужикам не доверяй. Продадут вообще, глазом моргнуть не успеешь. Этот не такой. Ладно, пойдем устраиваться. Слушай, а как ты меня нашла? Красивая. Спасибо. Ты как ты меня нашла? Может быть, ты еще мне прикажешь вместо тебя на задержание выехать? Все, короче, справляйся своими силами. Да, действуй. Ух, сразу слышно, начальник отдела рычит. С назначением, босс. Спасибо, Андрюха. Здорово. Здорово, ну возвращайся, что тебе мешает? Нет. Якушева оборотня посадили, а мы с тобой службу наладим. Дадим раскрываемость 100%. Ага. Ну что, как там твои потеряшки? Да помирились, слава богу. Спасибо, что помог детей разыскать. Но я по другому делу.
из-за которого мы с Якушевым бодались, помнишь? Поможешь мне? Значит, нашла тебя Вика. Угу. Заходила тут. Прости, старик, я не дал твои координаты. Ты знаешь, как я отношусь к этому вопросу? Прощу, если поможешь. Уговорил. Насколько я помню, там с доказательной базой была проблема. Ну… Вот если нароешь что-нибудь существенное, я сам лично пойду к прокурору. Заметано? Но только потом ко мне в отдел. Андрюха, профессионалы нужны о как. Слушаюсь. Спасибо. Давай. Давай, я заскочу. Пока. Ну почему? Я вас отлично помню. Но я не понимаю, что вам нужно. Брать мне нечего, я почти банкрот. Кстати, по вине вашего бывшего мужа. Он меня разорил. Я помогу вам восстановить ваш бизнес. Каким образом? Ваша фирма хотя и в упадке, но раскручена. Я вложусь в нее. Управлять буду сама. Через полгода мы вытесним Кирилла с рынка и разорим его комбинат. Нравится идея? Нет. Почему? Разве вы не хотите ему отомстить? Очень хочу, но не пойду против Кирилла в открытую. За ним стоит Паршин, он любого сотрет в порошок. Боитесь? Тогда продайте мне свой бренд. Нет. Я вам все объяснил. Ваши условия. Скажем, если Паршин отвернется от Кирилла, тогда у нас с вами будет предмет для разговора. Этого трудно добиться. Практически невозможно. Как вам сказать? Говорят, Паршин до обморока любит свою дочь. А у Кирилла с ней не лады. К тому же, говорят, Кирилл завел себе любовницу с большим на него влиянием. Запрыгивай. Ну все. Я уверен, что вам там понравится. Там много развлечений, спортивные секции. Петя, тебе обязательно нужно туда записаться. Хорошо, пап. Спасибо, папочка. Берегите себя. Ножки аккуратно. Пока. Приедешь в школу, проверь охрану. И напомни директрисе, чтобы не пускала посторонних детям. Понятно. Избавились. Слава Богу. Не говори ерунды. Я их отправил в самую престижную школу страны. Главное, что в доме теперь безопасно и спокойно. А вот этого я тебе не обещаю, пока Вика где-то рядом. Скажи мне, сколько можно вспоминать про эту Вику, а? Лучше вспомни обо мне. Ты когда последний раз дома ночевал, скажи мне, а? Девку себе завел? Да? Никого у меня нет. Просто дел выше крыши. Да, алло. Что? Поехали.